Здравствуйте, друзья! Меня зовут Муская Татьяна. Я психолог, нейропсихолог, а также я тренер по цигун и тренер по майнд-фитнесу. Я приглашаю вас на консультации, а также на 8-недельный курс по снижению стресса и тревоги. На него вы можете записаться с большой скидкой до 15 июля, а начало занятий 1 августа. Сегодня рассмотрим личность первооткрывателя нового света и первого колонизатора Христофора Колумба с необычной и совсем непривычной стороны. Христофор Колумб был тираном, убийцей, инициировавшим два величайших преступления в истории западного полушария – атлантическую работорговлю и геноцид американских индейцев. Давайте разберем, как в одном человеке уживались такие противоречия, как яростный католицизм и жестокий садизм, открытый ум для путешествий и жажда наживы, любовь к своим детям от разных женщин и насилие над маленькими детьми. Обязательно подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Христофор Колумб был очень жестоким человеком, который, открывая новые земли, жестоко расправлялся с коренным населением. Он открыл новый свет и обеспечил старый свет золотом и рабами. При этом до конца жизни сам он так и не узнал о том, что открыл этот новый континент. Конечно же, только человек с антисоциальным расстройством личности, психопат, мог так безжалостно истязать людей, которых он назвал индейцами. Сын простого предильщика, Христофор Колумб хорошо знал цену деньгам и славе. Он делал все, чтобы получить и то, и другое всю свою жизнь. Первый колонизатор порабощал, избивал и убивал коренных жителей, продавал девочек в возрасте 9-10 лет для занятий проституцией. Есть сведения, что Колумб сам насиловал детей и мальчиков, и девочек. Поселенцы при Колумбе продавали 9-10-летних девочек в сексуальное рабство. Колумб признался сам в письме Донье Хуане де ла Торре, подруге испанской королевы. Есть много торговцев, которые ищут девочек. Сейчас пользуются спросом девочки от 9 до 10 лет. И за все возрасты приходится платить хорошую цену. Совершил многочисленные действия, столь отвратительные, что был удален от власти и отправлен обратно в Испанию в цепях. Христофор Колумб был жестоким даже по меркам своего времени. Испанцы под руководством Колумба отрезали носы и уши коренным жителям открытых островов. Они неподобающе относились к женщинам. Иногда ради забавы Колумб ходил на охоту, и в качестве добычи у него были не только животные, но и люди. Христофор Колумб, вне сомнения, был отважным человеком, уверенным в своих силах мореплавателем. Однако давайте задумаемся, чем он отличался от пиратов. Только тем, что его деятельность была санкционирована королевой Изабеллой Кастильской. По сути, Христофор отправился бороздить океан с целью заработка побольше. Относительно утверждения о том, что Колумб был психопатом, человеком с расстройством личности, садистом, следует отметить, что это медицинский диагноз, который невозможно поставить на основе исторических данных. Мы можем изучать его действия и принимать моральные и этические оценки, но не можем диагностировать его психическое состояние. Как выглядел Христофор Колумб? Ростом был высок, выше среднего, лицо имел длинное и внушающее уважение, нос орлиный, глаза синевато-серые, кожу белую, с краснотой. Борода и усы в молодости были рыжеватые, но в трудах поседели. Поговаривали, что Христофор Колумб был португальцем итальянского происхождения, а еще иудеем. Об этом нет никаких конкретных фактов, кроме того, что отплытие его первой экспедиции, намеченное на 2 октября, было отложено, несмотря на прекрасную погоду. Дело в том, что на эту дату приходился день скорби по поводу разрушения Иерусалимского храма, когда иудеи не начинают никаких дел. Он был очень набожен. В конце жизни он даже писал, что основной целью его путешествий было обращение язычников в христианство. А кто в нашей популяции становится таким неистовым приверженцем религии и веры? Тот, кто боится наказания за совершенное прегрешение после смерти. Христофор Колумб убедил короля и королеву Испании профинансировать его экспедицию в земли богатства, которые, как он ожидал, будут по другую сторону Атлантики. Индия и Азия, золото и пряности, ибо, как и другие информированные люди его времени, он знал, что земля круглая, и он может плыть на запад, чтобы попасть на Дальний Восток. Испания недавно была объединена, став одним из новых современных национальных государств, таких как Франция, Англия и Португалия. Его население, в основном бедные крестьяне, работало на дворян, которые составляли 2% населения и владели 95% земли.
Как и другие государства современного мира, Испания искала, конечно же, золото, которое становилось новым знаком богатства, более полезным, чем земля, потому что на него можно было купить что угодно. Считалось, что в Азии есть золото и, конечно же, шелка и специи, поскольку Марко Поло и другие привозили удивительные вещи из своих сухопутных экспедиций еще столетия назад. Теперь, когда турки завоевали Константинополь и Восточное Средиземноморье и контролировали сухопутные пути в Азию, потребовался морской путь. Португальские моряки прокладывали свой путь вокруг южной оконечности Африки. Испания решила рискнуть и отправиться в долгое плавание через неизвестный океан. В обмен на возвращение с золотом и пряностями они пообещали Христофору Колумбу 10% прибыли, а также губернаторство над новооткрытыми землями и славу, которая придет вместе с новым титулом – адмирал морского океана. Он был слугой торговца из итальянского города Генуя, ткачом по совместительству, сыном опытного ткача и опытным моряком. Он отправился в путь с 3 парусниками, самым большим из которых была Санта-Мария, длиной около 100 футов и 39 членами экипажа. Колумб никогда бы не добрался до Азии, которая находилась на 1000 миль дальше, чем он рассчитывал, воображая меньший мир. Он был бы обречен на это огромное морское пространство. Но ему повезло. Пройдя четверть пути, он наткнулся на неизвестную, не нанесенную на карту землю, которая лежала между Европой и Азией – Америку. Было начало октября 1492 года, и прошло 33 дня с тех пор, как он и его команда покинули Канарские острова у Атлантического побережья Африки. Теперь они увидели ветви и палки, плавающие в воде. Они увидели стаи птиц. Это были признаки суши. Затем 12 октября моряк по имени Родриго увидел раннюю утреннюю луну, освещавшую белый песок, и вскрикнул. Это был остров на Багамах в Карибском море. Предполагалось, что первый человек, увидевший Землю, должен был пожизненно получать ежегодную пенсию в размере 10 тысяч мараведи, если не ошибаюсь. Но Родриго так и не получил ее. Колумб утверждал, что накануне вечером видел свет. И, конечно же, именно Колумб получил эту награду. Та-дам! Колумб отплыл на территорию нынешней Кубы. Затем на Испаньолу, остров, который сегодня состоит из Гаити и Доминиканской республики. Там кусочки видимого золота в реках и золотая маска, подаренная Колумбу местным индийским вождем, вызвали дикие видения золотых приисков. Отчет Колумба мадридскому двору был очень экстравагантным. Он настаивал, что достиг Азии, на самом деле это была Куба, и острова у берегов Китая, это была Испаньола. Его описания были частично фактами, а частично вымыслами. Сейчас я зачитаю. Испаньола – это чудо. Горы и холмы, равнины и пастбища, плодородные и прекрасные. Здесь много специй, большие залежи золота и других металлов. Индейцы, по словам Колумба, настолько наивны и так свободно обращаются со своим имуществом, что никто из тех, кто не был свидетелем этого, не поверил бы этому. Когда вы просите что-то, что у них есть, они никогда не говорят «нет». Напротив, они предлагают поделиться с кем угодно. Он завершил свой отчет просьбой о небольшой помощи от их величеств, а взамен он привезет им из своего следующего путешествия столько золота, сколько им нужно, и столько рабов, сколько они попросят. Представляете? Из-за преувеличенных отчетов и обещаний Колумба экспедиции было выделено 17 новых кораблей и более 1200 человек. Цель была ясна – рабы и золото. Со своей базы на Гаити Колумб отправлял экспедицию за экспедицией вглубь страны. Они не нашли месторождений золота, но должны были пополнить корабли, возвращающиеся в Испанию какими-то дивидендами. В 1495 году они совершили большой набег на рабов, захватили 1500 аравакских мужчин, женщин и детей, поместили их в загоны, охраняемые испанцами и собаками, затем отобрали 500 лучших экземпляров для погрузки на корабли. Из этих 500 200 погибли в пути. Слишком много рабов погибли в неволе. И поэтому Колумбу, отчаявшемуся вернуть дивиденды тем, кто вложил деньги, пришлось выполнить свое обещание наполнить корабли золотом. В провинции Сикао на Гаити, где он и его люди воображали существование огромных месторождений золота,
Они приказали всем лицам 14 лет и старше собирать определенное количество золота каждые 3 месяца. В тех регионах, где не было много золота, разрешалось отдавать подать хлопком. Участникам этой системы выдавали чеканный медный или латунный жетон для ношения на шее, что стало символом невыносимого позора. Индейцам, которых нашли без жетонов, отрезали руки, и они истекли кровью до смерти. Перед индейцами была поставлена невыполнимая задача. Единственным золотом вокруг были кусочки пыли, поднятые из ручьев. Поэтому они бежали, были затравлены собаками и убиты. Когда стало известно, что золота не осталось, индейцев вывезли в качестве рабов в огромное поместье, известное позже как Энкамьенде. Они работали в бешеном темпе и умирали тысячами. К 1515 году в живых осталось, возможно, 50 тысяч индейцев. К 1550 году их было 500. В отчете за 1650 год говорится, что ни один из настоящих араваков или их потомков не остался на острове. Главным источником и, по большому счету, единственным источником, от которого осталась информация, был Бартоломе де лас Касас, который, будучи молодым священником, участвовал в завоевании Кубы. Какое-то время ему принадлежала плантация, на которой работали индейские рабы. Но он бросил это занятие и стал яростным критиком жестокости испанцев. Через некоторое время испанцы отказались ходить вообще пешком. Они ехали верхом на спинах индейцев, если спешили. Или индейцы, бегущие в эстафете, носили их в гамаках. В этом случае индейцы также приносили большие листья, чтобы укрыть их от солнца. О преступлениях Колумба говорит отчет одного из его друзей и соотечественников, Микеле де Кунео. Он писал: «Пока я был в лодке, я захватил в плен очень красивую женщину, которую мне подарил лорд-адмирал Колумб. Когда я привел ее в свою каюту, она была обнажена, по их обычаю. Меня переполняло желание получить с ней удовольствие, и я попытался удовлетворить свое желание. Она не хотела, и так обработала меня своими ногтями, что я пожалел, что начал. Затем я взял кусок веревки и хорошенько выпорол ее. И она издала такие невероятные крики, чтобы вы не поверили своим ушам. Уверяю вас, в конце концов мы пришли к таким условиям, что вы могли бы подумать, что она воспитывалась в школе для шлюх». Тотальный контроль привел к тотальной жестокости. Испанцы не задумывались над тем, чтобы резать индейцев десятками и резать от них куски, чтобы проверить остроту их лезвий. Попытки индейцев защитить себя не увенчались успехом. Так сообщает Лас Касас, они страдали и умирали в рудниках и других работах в отчаянном молчании, не зная ни души в мире, к кому они могли бы обратиться за помощью. Он описывает их работу в шахтах. Горы 1000 раз обнажаются сверху донизу и снизу вверх. Они копают, раскапывают камни, передвигают камни и носят на спине грязь, чтобы вымыть ее в реках, тогда как те, кто моет золото, все время остаются в воде, согнув спину, так что она постоянно ломает их. После каждых 6-8 месяцев работы на шахтах, которые требовались каждой команде, чтобы добыть достаточно золота для переплавки, умирало до трети людей. В то время как мужчин отправили за много миль на рудники, жены остались обрабатывать землю. Их заставили выполнять мучительную работу по копанию и созданию 1000 холмов для выращивания маниоки. Таким образом, мужья и жены встречались только раз в 8 или 10 месяцев. И когда они встречались, они были настолько измучены и подавлены с обеих сторон, что перестали абсолютно производить потомство. Что касается новорожденных, то они умирали рано, потому что у их матерей, перегруженных работой и голодных, не было молока, чтобы вскормить их. Ужас, конечно. Некоторые матери даже топили своих младенцев от чистого отчаяния. Таким образом, мужья погибали в шахтах, жены на работе, а дети умирали от недостатка молока. И за короткое время эта земля, которая была такой великой, такой могущественной и плодородной, обезлюдила. Когда он прибыл на Испаньолу в 1508 году, Лас Касас говорит, на этом острове жило 60 тысяч человек, включая индейцев. Таким образом, с 1494 по 1508 год более 3 миллионов человек погибло от войны, рабства и рудников. Кто из будущих поколений поверит в это?
Я сам, пишущий это, как знающий очевидец, с трудом могу в это поверить. То, что Колумб сделал с араваками на Багамах, Кортес сделал с ацтеками в Мексике, Писаро с инками в Перу, а английские поселенцы Виргинии и Массачусетса с паухотанами и пекотами. Они использовали ту же практику, тактику по тем же причинам. Безумную охоту ранних капиталистических государств Европы на золото, рабов, продукты земледелия, чтобы платить держателям облигаций и акционерам экспедиций, финансировать монархическую бюрократию, зарождающуюся в Западной Европе. Нужно было стимулировать рост новой денежной экономики, возникающей из феодализма, участвовать в том, что Карл Маркс позже назовет первоначальным накоплением капитала. Это было жестокое начало сложной системы технологий, бизнеса, политики и культуры, которая будет доминировать в мире в течение следующих 5 столетий. Насколько мы уверены, что то, что было уничтожено, было некачественным? Кто были эти люди, которые вышли на пляж и поплыли, чтобы принести подарки Колумбу и его команде, которые смотрели, как Кортес и Писаро проезжают по их сельской местности? Что получили люди в Испании от всей этой смерти и жестокости, обрушившейся на индейцев обеих Америк? Все золото и серебро, украденное и отправленное в Испанию, не сделало испанский народ богаче. На какое-то время это дало их королям преимущество в балансе сил, шанс нанять больше наемных солдат для своих войн. В итоге они все равно проиграли эти войны, и все, что осталось, это смертельная инфляция, голодающее население, богатые еще богаче стали, бедные еще беднее и разоренный крестьянский класс. Так началась история европейского вторжения в индейские поселения на американском континенте. Это начало завоевания, рабства, смерть. Когда мы читаем книги по истории, которые дают детям в Соединенных Штатах, в России, в постсоветских странах, все начинается без кровопролития. Все люди благодарны Христофору Колумбу за то, что он открыл новый мир. И День Колумба, конечно же, это праздник в странах Нового Света. На протяжении нескольких десятилетий существовало мнение, что именно Христофор Колумб и его команда завезли в Европу сифилис, которая стала страшной напастью на многие года для европейцев. Однако современные исследования доказали, что эта неприятная болезнь существовала в Европе и до колонизации Америки. А Христофор Колумб в действительности страдал от реактивного артрита. Так считают современные исследователи из медицинской школы в Хьюстоне, штат Техас. При этом абсолютно не исключено, что из Нового Света моряки не привезли букет новых, ранее неизвестных в Европе заболеваний, передающихся половым путем. Кстати, реактивный артрит был открыт в 1916 году ученым Рейтером. И это заболевание изначально имело название синдром Рейтера. Синдром был переименован в честь того, что господин Рейтер во время Второй мировой войны участвовал в проведении бесчеловечных медицинских экспериментов над заключенными концлагерей. Связь реактивного артрита с дизентерией была обнаружена практически одновременно в том же 1916 году во Франции и Германии, где Рейтер описал подобный клинический синдром у молодого солдата. Сочетание уретрита, артрита и конъюнктивита с диареей под общим названием акуло-уретро-синовиальный синдром. Судя по всему, это заболевание было и у Христофора Колумба, а не сифилис, как считали на протяжении этих долгих столетий. В 2017 году неизвестные вандалы снесли голову памятнику Колумбу, и в целом сейчас имеется тенденция по смещению памятников в разных странах. Люди и государства уничтожают эти памятники Колумбу. О том, что уничтожение монументов имеет политическую подоплеку, говорит оставленная на месте преступления в городке Йонкерс, штата Нью-Йорк, надпись «Будущее за расовой и экономической справедливостью». А для того, чтобы никаких сомнений в идеологическом подтексте акции не оставалось, один из злоумышленников сфотографировался с поверженным памятником, держа в руках табличку «Расизм, снеси его». Тогда как другой объяснил за кадром, Колумб символизирует вторжение европейского капитализма в западное полушарие. Итак, друзья, надеюсь, вам было интересно узнать, почему можно назвать Христофора Колумба психопатом, социопатом, тираном, жестоким садистом.
Подписывайтесь на этот канал, делитесь этим видео. Я приглашаю вас на консультации, я приглашаю вас на 8-недельный курс по снижению стресса и тревоги, который начинается 1 августа, а до 15 июля, напомню, вы можете приобрести курс с большой скидкой. На этом все, друзья. Пишите в комментариях свое мнение, что вы думаете об этом видео. Согласны ли вы с моей точкой зрения, с моим рассказом, или же считаете, что Христофор Колумб был великим завоевателем, без греха, с чистым сердцем и душой. Жду ваших откликов, комментариев. Заходите на мой сайт, заходите по ссылкам под этим видео. Там вы можете узнать всю информацию обо мне. Вы можете посмотреть, записаться на консультацию. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ставьте колокольчик, нажимайте. В общем, делайте все, чтобы оставаться на связи.